Народ, всем привет! Сегодняшнее видео будет о блоке Z22SE, который устанавливался на Astra G, Zafira A, Vectra B. В этом видео я покажу, как из этого блока можно вычитать код и чем. И как этот блок можно перепрошить под мотор без EGR. Часто есть запросы, как это сделать. Вообще чип-тюнинг для этого не нужен, конкретно для этого блока. Все можно сделать штатно по заводу. Погнали. Вычитывать код буду пробовать при помощи сканера GM MDI плюс ПО от Артура Opel Scanner ConPro. Затем попробую FVDI 2020 клон китайский Абритуса. И попробую затем Арпрогом, тоже китайский клон. Начну с Абритуса. Запустил Абритус, модуль для Opel. В специальных функциях чтение security кода, автомобиль Vectra B, либо Zafira A, не суть важно. И блок управления Z22SE. Нажимаю прочитать код. Пошел процесс вычетки. Идет не быстро. Жду результата. A few moments later. Завершается процесс. Код вычитан. 3750. Видим, что Абритус справился. Дальше подключаем GM-MDI с софтом от Артура. Opel Scanner ConPro. Подключил сканер от Артура. Выбираем, тоже либо Zafira, либо Vectra. Пускай будет Zafira. 2.2. Нажимаем старт. Блок подключился. Вычитан вин-код. Заходим в спецфункции. Чтение security кода. Ошибка. Окей. А чтение EEPROM. Тоже ошибка. Ладно, давайте попробуем через другую машину. JBF, это, по-моему, у нас Vectra. Давайте выберем как Vectra. Первый год. Vectra B. Блок управления двигателем. Z22SE. Выбираем, подключаемся. Спецфункции. Чтение security кода. Не читает. Чтение EEPROM. Не читает. Как видим, сканер от Артура не справился. Подключил CarProg. Выбрали блок Z32SE, коллиния. Пробуем прочитать все. CarProg у нас вычитал ерунду по этому блоку. Давайте попробуем еще раз. Читаем все. Пин-код у нас вышел 8813. Но это не похоже на то, что нам выдал Абритус. И вин-кода нету. Давайте ради чистоты эксперимента я попробую запустить CarProg более старой версии, 8, и проверю на нем. Запустил версию 8.21. Пробуем снова выбрать наши мозги. Delco Z22SE. Прочитать все. Смотрите, в старой версии вычитался вин-код, что для меня уже показатель того, что все-таки, наверное, правильно прочиталось. И пин-код у нас 3750, такой же, как был в Бритусе, когда мы читали. Это говорит о том, что все-таки CarProg не такая надежная штука с точки зрения вычетки. Видите, вычитывать не с первого раза. 8-я версия вычитала. Ну и на всякий случай я попробую сейчас читануть все данные в виде дампа. Посмотрим, он выдаст дамп или нет. Попробую сохранить этот дамп себе и посмотреть, можно ли его каким-то образом, например, после вычетки загрузить и залить в другой блок.
Вычитал дамп, но скорее всего он не полный и скорее всего бесполезный, потому что если посмотреть, то в начале идет, тут у нас есть WIN-код, есть у нас 4 цифры, это DNSL, это типа альфа-кода, или в общем 4 циферки, которые пишут на блоке. Вот они есть, DNSL. Дальше, что у нас тут есть? Вот есть код производителя 0.93 и так далее. Тоже вот он, этот код есть. Ну и дальше я здесь в явном виде кода не вижу. Но если посмотреть на вот 33OS, то дальше просто идет повторяющийся мусор. То есть, возможно, код где-то лежит в первой части дампа. Как у нас там было 3750. Вот, вероятно, он где-то здесь вот лежит в хексе. А вот он. Вот он есть, 3750. Поэтому сам по себе дамп, скорее всего, бесполезен. Можно пробовать версии 8.21 клонировать карпрогом. Но я бы не советовал. Я бы, зная код, все-таки предложил сбросить этот блок стандартно либо обкомом, либо GMMDI. И дальше уже через Immobilizer выполнять привязку блока. Итого резюмирую. Абритус быстрее всех, лучше всех справился с вычеткой кода. CarProg имеет больше возможностей с точки зрения клонирования, но менее стабилен. Код вычитал со второго раза, версии софта 8.21, 9 версии проглючил. GMMDI с софтом от Артура Opel Scanner ConPro не справился ни с вычеткой кода, ни с вычеткой дампа. Следующее, что буду делать, это с помощью сервисного программирования заливать в этот блок Z22SE прошивку без EGR. Сейчас я подключусь, проверим, какие прошивки доступны для Vectra B 2001 года и какие доступны для Astra G Zafira A. Запустил Global TIS. Выбираю сервисное программирование. Старт сервису. Выбираем здесь GMMDI. Далее. Opel. Если говорить о Vectra B, с которой сняты эти мозги, выбираем 2001 год. Vectra B. Вин вычитался. После букв идут цифры 191. Третья цифра это как раз единичка, первый год. 2001. Нажимаем далее. И смотрим, что у нас будет доступно. Выбираем блок управления двигателем. Далее. Z22. Можно прошить под механику или под автомат. И видим, что у нас прошита под механику, и текущая калибровка, она актуальна для 2001 года Vectra B. Перепрошиваю блок Z22SE на такой, чтобы был без EGR. Для этого нашел WIN-код от машины, от Zafira, с таким мотором Z22SE. Тут у нас какой-то там первый год идет. 751 единичка, это первый год. И будем сейчас пробовать с этим WIN-кодом, с подменой года, пробовать программировать. Смотрите, сначала я покажу, что в первом году, в 2001 году, это нам не даст сделать. Если мы увеличим год, то появится такая возможность. Выбираем MDI-ку нашу. Вычитываем сейчас код. У нас там 2001. Zafira. Вычитала код Vectra B из мозгов. Мы подкидываем наш. Нажимаем далее. Мозги. И сейчас посмотрим, что нам предложит для 2001 года. Выбираем наш Z22SE, механика или автомат. И все. И других вариантов нету. Дальше только прошивка. Нам это не нравится. Поэтому повторно запускаем процедуру программирования. И чуть-чуть откорректируем наш WIN-код. Это требуется исключительно для того, чтобы сервисное программирование дало возможность поменять прошивку на машине под другую.
Ну, тут можно выбрать первый или третий, не суть важно. Могу и первый выбрать. Все равно оно потом определит как по вин-коду, как нужный. Выбираю Zafira. Это всего лишь для того, чтобы подключиться и вычитать вин. Вычитала наш вин. Меняем его на зафировский. Но помимо этого здесь единичку поменяем на троечку. И стала у нас Zafira 2003 года. Далее блок управления двигателем. Далее Z22SE. Здесь уже появилась опция без EGR. И опять же трансмиссия механика или автомат. Страны другие. Кондиционер с кондиционером или без. И дальше вентилятор. С одним вентилятором радиатора или с двумя. Ну, пускай будет, например, с двумя. Нажимаем далее. Что мы видим? У нас появилась новая версия прошивки, доступная под Zafira. Она будет уже без EGR. Если я сейчас нажму далее, у меня просто в этот блок зальется нужная прошивка. Прошивать сейчас не буду, потому что я не знаю, на какую машину этот блок будет ставиться. Zafira или Vector или еще какой-то. Когда появится клиент, тогда уже этот блок можно будет прошить под автомобиль. Вот таким образом можно поменять прошивку без прибегания к чип-тюнингу, то есть штатными средствами заводскими. Если понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк. Будете получать уведомления о новых видео. Всем хорошего дня, пока-пока.